Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Теремков, и в данном видео я расскажу вам, как правильно рассчитать количество ткани для ремонта и перетяжки мягкой мебели. Расчет количества ткани – это очень важный момент, поскольку от него зависит себестоимость работ и конечная цена, которую вы назовете заказчику. Очень важно правильно рассчитать количество материала, чтобы по итогу не оказаться в минусе или в нуле, или если же материал заказной, чтобы не получилось так, что вам не хватило 1 метра, вы пошли его заказывать, и заказ на несколько недель завис у вас в мастерской, в то время как заказчик, сидя на полу, вспоминает вас недобрым словом. Расчеты эти делаются достаточно быстро, и с ними справится абсолютно любой человек, у которого есть образование хотя бы 9 классов. В некоторых случаях расчеты можно произвести на глаз, но в основном это касается каких-то небольших изделий, таких как стулья, пуфики, небольшие кресла. Но если речь идет уже о каких-то больших изделиях, здесь обязательно производить расчеты. Также, если вы занимаетесь ремонтом мягкой мебели, я рекомендую вести вам какой-то небольшой журнал, куда вы будете записывать: уголок такой-то, такой-то, столько-то метров требуется, такой-то, такой-то, столько-то метров. И когда вы встречаете подобные изделия уже повторно, вы знаете, сколько требуется метров, идете, покупаете и делаете без каких-либо расчетов. Для наглядности демонстрации расчетов мне попался просто идеальный кандидат. Перед вами кухонный уголок, чехол которого состоит из множества элементов. Определить на глаз количество материала здесь не представляется возможным, поэтому необходимы подробные расчеты. Также вы можете заметить, что чехол имеет детали, которого разного цвета. Поэтому в конечном итоге мне потребуется 2 материала, светлый и темный. Сколько светлого, сколько темного. Итак, перед тем, как разбирать нашу мебель и снимать чехлы, нужно найти одинаковые элементы и пометить их, соответственно, маркером. Нужно это для того, чтобы не перемеривать одинаковые детали. Далее, как в моем случае, поскольку несколько цветов буду использовать, я еще помечу, какая деталь, каким цветом будет сделана. Итак, сейчас разбираем мебель, делаем все необходимые пометки, снимаем чехлы и раскладываем их на стол. Берем ручку, бумажку.
Итак, вот такая вот нехитрая получилась первая схема. Вторая более развернутая, она сюда не влезает, я не буду ее рисовать. Как вы можете видеть, здесь я расположил детали в оптимальном порядке, чтобы не оставалось никаких остатков. Ну и теперь можно посчитать, сколько в длину у нас получается материала. 120, 120, 90 и 95. Получается 4,25. Но округлим и купим 4,5. На вторую часть мне потребуется 6 метров. Итого 10,5 метров потребуется на данное изделие. Итак, друзья, вот таким вот способом я пользуюсь. Надеюсь, кому-то это окажется полезным. Если у вас есть какие-то другие методы, опишите, пожалуйста, их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом у меня все. С вами был Михаил Теремков. До новых встреч!